Друзья, если у вас нет возможности читать роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», смотрите это видео. Это история о том, как парень жил с осознанием совершенных им преступлений, убийств. Написал роман Достоевский в середине 19 века. События происходят в тот же период в Петербурге. Роман состоит из 6 частей, поэтому я сделал 6 видосов для каждой части. Это часть первая. Небольшой комментарий. В этой части Достоевский описал сцену убийства. Очень реалистично. Преступление и наказание в школьной программе? Да Достоевский бы ужаснулся, если бы узнал, что его роман будут проходить в школе с такими сценами насилия. Роман прикольный, но точно не для школы. Итак, дело было летом, в июле. Под вечер один парень вышел из своей комнаты, которую он арендовал, и пошел по делам. Жил он под самой крышей пятиэтажного дома. Парень был рад, что избежал встречи с хозяйкой дома, потому что он был ей должен за аренду. Он вообще был беден, поэтому ни с кем не хотел встречаться. Быть бедным – печалька. Второй день он почти ничего не ел, носил лохмотья. На улице была жара, вокруг стояла обычная летняя петербургская вонь. В этом районе пьяных было очень много. Парня звали Родион Раскольников. У него в голове созрел один план, но он не знал до конца, способен ли он его воплотить в жизнь. Раскольников шел к кредиторше, которая давала ему деньги. Старуха жила рядом. Приближаясь к ее дому, сердце Раскольникова колотилось все сильнее. Это был многоэтажный дом, в котором жили всякие рабочие и проститутки. Парень поднялся на 4-й этаж, позвонил в дверь. Открыла старуха лет 60, осторожная. «Я Раскольников, студент, был у вас месяц назад». «Ну, проходи». Раскольников осмотрелся. Квартира состояла из 2 комнат, везде было чисто. «Что угодно?» – спросила старуха. «Алена Ивановна, я часы принес, деньги нужны». «Ты еще за первый заклад не рассчитался». «Знаю. Потерпите чутка, я принесу. За часы дайте 4 рубля». «1,5 дам». У Раскольникова сразу пукан взорвался. «Как 1,5?» А затем вспомнил, что идти ему некуда. Ладно, пусть будет 1,5. Все-таки его главная цель была не часы отдать, а здесь все хорошенько рассмотреть. Старуха пошла в свою комнату. Раскольников внимательно наблюдал и прислушивался, что она делала. Старуха вернулась. «Проценты вперед и за первый заклад тоже сразу заберу. Итого вот вам рубль и 15 копеек». Раскольников спорить не стал. Взял деньги. «А вы все сами, Алена Ивановна? Сестра бывает у вас?» «А вам-то что? Ступайте». Раскольников шел вниз по лестнице и удивлялся, как ему вообще та гнусная мысль в голову пришла. И он ее обдумывал целый месяц. Голова гудела, хотелось пить. Нужно было успокоиться. На улице он увидел 2 пьяных, выходивших из кабака, и сразу пошел туда. После первого бокала пива полегчало. Раскольников огляделся. Людей было мало. Он обратил внимание на одного мужчину и почувствовал к нему какую-то душевную близость. Мужчина был похож на отставного чиновника. Ему было за 50. Среднего роста, с большой лысиной, лицо отекшее от пьянства, глазки маленькие, одежда никудышная. Он посмотрел на Раскольникова. «Желаете поговорить? Давайте. Я вижу, вы образованы, и здесь гость редкий. Я Мармеладов, чиновник, титулярный советник». «А я студент, учусь», – ответил Родион. Мармеладов подсел за его столик. «Вижу, что вы бедны. Это нормально. Бедность не порок, а вот нищета – это порок. Я вот уже 5 дней сплю на сене у Невы».
И действительно, Родион увидел, что незнакомец был грязным, на одежде было сено. «У меня все грустно», – начал Мармеладов. «Даже моя первая дочь Соня по желтому билету пошла, то есть стала легальной проституткой. Еще есть 3 малолетних детей. Жена за ними ухаживает с утра до вечера. Мною она недовольна, потому я и пью, потому что все у меня плохо. Эти 3 детей не мои, ее от первого брака, а Соня моя дочь от первого брака. Первый муж жены Катерины был офицером, он деньги в карты проиграл и вскоре помер. Катя была в отчаянии, родственники от нее отказались, а я, тоже вдовец, предложил ей выйти за меня, и она согласилась. Все у нас было нормально, я не пил, а потом меня уволили, и я начал пить. Затем снова устроился на работу, и снова меня уволили, уже из-за пьянства. И вот так я лежал пьяный дома, слышал, как голодные дети плакали, как жена упрекала Соню, что она ничем не помогает. И тогда Соня пошла зарабатывать тем, что есть у каждой женщины. Стала шлюхой. Так сейчас и живем. Ее мужики трахают за деньги, а я на эти деньги пью. Живет Соня отдельно, снимает комнату. Потому что у нас хозяева запрещают проституткам жить в их доме. После этого я снова устроился на государственную службу. Так меня дома снова зауважали. Приятно было. Через месяц получил зарплату. Все отдал жене. Как же мы все радовались. Уже снова видел Соню в нашем доме. И не выдержал, сорвался. Украл у жены деньги и все пропил. Вот уже 5 дней так и живу. Дома и на работе даже не знают, что со мной. Теперь это точно конец. Сегодня к Соне ходил, денег просил. Дала 30 копеек. Последнее, что у нее было. Ничего не сказала. Молча дала. Вот я и пропиваю эти деньги. Меня нельзя даже жалеть. Меня убить нужно. Мармеладов попросил Родиона помочь ему дойти до дома. Парень провел его до самых дверей. Квартира была бедной. По виду Катерины любой мог определить, что у нее чахотка. Дети были рядом. Кто спал, кто плакал. Катерина увидела мужа. «Вернулся. Где деньги, падла? Все пропил? 12 рублей?» Она потянула мужа за волосы. Тот на коленках смиренно полз за нею. «Твою ж мать! Дети же голодные, а ты пропил 12 рублей!» Раскольников решил уйти, пусть сами разбираются. Оставил на окне чутка денег, а затем пожалел, что оставил. На следующий день Родион проснулся поздно. Еще раз оглядел свое убогое жилье. К нему зашла служанка Настасья, работающая в доме. «Хозяйка хочет на тебя в полицию донести и выселить за то, что не платишь за аренду. Работу найди, детей обучай». «Ой, все, я думаю». Настасья засмеялась. «Ну и сколько ты уже так денег надумал? За обучение детей мало платят. А тебе вот так сразу миллионы подавай. Держи вот, тебе письмо принесли». Письмо было от матери. «Милый Родя, ты у нас с Дуней один, на тебя вся надежда. Я очень расстроилась, когда узнала, что ты оставил университет из-за денег. У меня пенсия маленькая, помогать тебе особо не могу, самим трудно. Сестра Дуня год назад устроилась гувернанткой в дом Свидригайловых. Сразу авансом взяла 100 рублей, из которых 60 тебе послали. Поэтому должна была там работать, пока не отдаст долг. Хозяин же сразу воспылал страстью к Дуне, хотел ее, а Дуня не давала. Он на нее кричал, был с нею груб, а потом пообещал ради нее бросить все и уехать с ней. Представь, как было сестре. Помощи ждать не от кого, долг висит, старый пердун пристает. Однажды его жена Марфа подслушала, как муж уговаривал Дуню и решила, что это именно Дуня во всем виновата. Ударила ее и велела убираться из дома. Вот Дуня и вернулась ко мне. Я обо всем этом раньше тебе не писала, чтобы не напрягать тебя нашими проблемами. Ты бы все равно нам ничем не помог.
Марфа сразу слухи распустила, вокруг все шептались. Думали, что Дуня бесчестной стала, нас сторонились. Хозяева квартиры требовали, чтобы мы съехали. Дуня держалась твердо. Наконец Свидригайлов решил рассказать жене о невиновности Дуни. Марфа расспросила слуг. Те подтвердили, что это хозяин постоянно домогался Дуни, а она все время ему отказывала. На следующий день Марфа приехала в город, плакала, умоляла Дуню простить ее, а затем проехалась по всем знакомым и рассказала, что она ошибалась, обвиняя невинную девушку. Честь Дуни была восстановлена, и все сразу стали относиться к ней с особым уважением, приглашали ее работать, но она отказывалась. Почему? Да потому что к Дуне посватался богатый жених, и Дуня согласилась. Жених – надворный советник Петр Лужин, он дальний родственник Марфы. Правда староват, 45 лет, но зато приятный, солидный, приличный. Лужин работает в Петербурге, так что скоро вы с ним встретитесь. Ты ведь прекрасно понимаешь, что ни о какой любви между Лужиным и Дуней не может быть и речи. Дуня отдает ему молодость, честь, ум и доброту, а он ей достаток. Уверена, что Лужин тебе поможет, и все у тебя будет хорошо. Он юрист, ты тоже учился на юрфаке, вы подружитесь. Кстати, мы с Дуней собираемся приехать в Петербург через неделю. Вот, наконец, мы снова увидимся. Дуня очень сильно по тебе соскучилась. Пришлю тебе рублей 25, а то и 30. После прочтения Родион долгое время был никаким. Сначала он плакал, потом злился. Тяжело было осознавать, что ты не оправдываешь ожиданий близких людей, которые, имея меньшие возможности, продолжают думать о тебе и помогать. А сам ты только скулишь и ноешь. Раскольников пошел на улицу. У него в голове была только одна мысль. Какая? Он сделает все, чтобы не допустить брака Дуни с Лужиным. Родион решил, что Дуня идет на этот шаг ради него и мамы, чтобы принести себя в жертву. А нифига, не нужна мне такая жертва, не будет этой свадьбы. Но ведь нужно же что-то делать, нужно исправлять то положение, в котором я нахожусь сейчас. А значит, нужно сделать то, что я планировал ранее. На улице Раскольников увидел пьяную девушку, которая села на скамейку. И это отвлекло его от мысли о Дуне и маме. Затем он заметил какого-то чувака, который следовал за той девушкой, и пошел с ним разбираться. Быть драки, если бы не городовой. Раскольников показал ему девушку и этого чувака, рассказал о своих предположениях. Более того, дал 20 копеек, чтобы девушки нашли извозчика и отвезли ее домой. А потом что? А потом Родион снова не мог понять, как он мог отдать 20 копеек, когда у него самого денег вообще не было. Дебил. Раскольников решил пойти к своему единственному товарищу по универу Разумихину. Это был приятный, позитивный парень. Но затем передумал. Решил, что сходит уже после того, как сделает то, что давно планировал. В кармане оставалось около 30 копеек. Он чутка поел, выпил водки, и так его разморило, что он прямо в кустах лег поспать. Приснилось ему, как он маленьким шел с отцом мимо кабака, где всегда было много пьяных и неприятных людей. Рядом стояла странная большая телега. В нее была впряжена маленькая кляча, а не ломовая лошадь. Из кабака вышли пьяные мужики и сели на телегу. Кляча еле шла, а хозяин ее кнутом все стегал и стегал. Люди просили пожалеть животное, а хозяин ни в какую. Родион бросился к лошади и тоже получал удары кнутом. Хозяин взял оглоблю и ударил ею по спине лошади. И так несколько раз. А кляча все жива, держится. «Топором ее!» — крикнули из толпы. Хозяин взял железный лом и еще несколько раз ударил им по лошади. В конце концов она умерла.
Родион бросился к ней, обнимал, целовал. Затем бросился с кулачками на хозяина. Отец оттянул его, и Раскольников проснулся. «Неужели я так и сделаю? Возьму топор и убью ее?» – думал Раскольников. Он ходил по городу и увидел Лизавету Ивановну, младшую сестры той старухи-процентщицы. Ей было 35 лет, фактически служанка своей сестры. Выполняла все ее поручения. Раскольников слышал, как Лизавета договаривалась с людьми, что завтра в 7 часов придет к ним. А это значит, подумал Раскольников, что завтра в 7 старуха-процентщица будет дома сама. Значит, завтра. Об Алене Ивановне Раскольников услышал от знакомых. На всякий случай, сказали ему. И такой случай настал. Раскольников заложил ей подаренное сестрой кольцо. И уже тогда, при первой встрече, у него завертелась в голове мысль. В кабаке в разговоре одного студента он услышал, что старуха богатая, но вредная и жадная, что есть у нее младшая сводная сестра Лизавета, матери у них разные. «Я бы убил и ограбил эту старуху», — сказал тогда студент своему собеседнику. «От нее нет никакой пользы. Она и так скоро сама умрет, а все деньги оставит даже не сестре, а какому-то монастырю. А сколько молодых людей нуждается в ее деньгах, сколько семейств можно спасти от нищеты, гибели, разврата. Ее бы убить, а ее деньги раздать людям. За одну жизнь спасти тысячи других». Раскольников слышал этот разговор, и он мимо него не прошел. На следующий день он проснулся поздно, ничего не делал, а потом понял, что уже 6 часов вечера. Очень быстро сделал петлю внутри пальто для крепления топора, чтобы не нужно было его по городу в руках нести. Теперь нужно было тихо спуститься на кухню и взять там топор, а потом через час снова на место вернуть, и чтобы никто не заметил. Раскольников шел на дело и не мог поверить, что он это делает. Он собирался убить человека. Ведь полиция отыскивает почти всех убийц. Но почему? Почему убийцы всегда после себя оставляют какие-то следы? Неужели они не могут все сделать спокойно и расчетливо? Я не такой. Я буду спокоен. Ведь убийство старухи – это не преступление. В это время служанки Настасии не должно было быть на кухне. Но она была. Развешивала белье. Раскольников вышел на улицу. Вот блин, теперь я без топора. И что тогда делать? Вдруг он заглянул в каморку дворника и увидел там топор. Дворника нигде не было. Раскольников быстро взял топор. На часах было 19:10. Блин, нужно торопиться. Ближе к дому старухи сердце стучало сильнее и сильнее. По лестнице на 4-й этаж Раскольников поднимался долго и тихо, постоянно прислушиваясь. Повезло, что никого не оказалось. На 4-м этаже он уже задыхался. Подумал, может, ну его нафиг? Нет, надо. Раскольников прислонил ухо к двери. В квартире старухи стояла мертвая тишина. На лестнице тоже было тихо. Топор на месте. Сердце бешено стучало. Ну, с Богом. Раскольников позвонил в дверь. Тишина. Еще раз. Тишина. Старуха точно дома, думал он. Она подозрительна, потому не открывает. Вдруг он услышал легкий шелест платья о саму дверь. Блин, да она же стоит за дверью и тоже слушает. Позвонил в 3-й раз. Дверь открылась. Чтобы старуха снова не закрыла дверь, Раскольников пошел прямо на нее. Старуха испугалась. «Алена Ивановна, я вам вещицу принес. Пойдемте ближе к свету». «Да кто вы такой?» – не понимала старуха. «Раскольников, новый заклад принес. Вот, серебряная папиросочница». Старуха смотрела на гостя внимательно, злобно и недоверчиво. «Чё вылупилась? Берешь или нет? Или мне к другим пойти?» «А чё бледный такой? Почему руки дрожат?» «Болен, лихорадка.
Рассматривая папиросочницу, старуха повернулась лицом к окну, а к Раскольникову спиной. Это была ее последняя ошибка в жизни. Парень ватными руками достал из пальто топор, и когда старуха повернулась к нему, обухом ударил ее по голове. Старуха вскрикнула и осела, подняла руки к голове. Раскольников еще дважды сильно ударил ее по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана. Старуха была мертва. Раскольников засунул руку в ее карман, чтобы взять ключи. Был спокоен, но руки дрожали. Старался не испачкаться кровью. С ключами побежал в спальню. Начал открывать комод и подумал, что нужно сделать еще один контрольный удар топором по голове. А вдруг она еще жива? Нет, там без шансов. Контрольный удар не требовался. Крови натекло очень много. Увидел на шее старухи шнурок, потянул. Оказалось, на нем висел туго набитый кошелек. Не открывая его, Раскольников взял его себе и вернулся в спальню. Топор взял с собой. С комодом он перестал возиться, подумал, что тайник может быть под кроватью. Так и есть. В нем лежала разная одежда. И уже в этой одежде были разные золотые предметы. Часы, браслеты, цепочки, серьги. Раскольников все это стал запихивать в свои карманы, как вдруг услышал, что в комнате, где лежала старуха, кто-то ходил. Раскольников схватил топор и выбежал из спальни. Посередине комнаты стояла сестра старухи Лизавета. Она была парализована, не могла даже кричать. Увидев убийцу с топором, Лизавета испугалась, начала пятиться, глядя на него. Раскольников подбежал к ней и нанес удар по черепу острием и сразу прорубил всю верхнюю часть лба, почти до темени. Она так и рухнула. Раскольников испытал к себе отвращение. Он уже не мог вернуться в спальню и что-то там искать. Ему хотелось поскорее уйти оттуда. Он пошел на кухню, в ведре с водой хорошо вымыл руки и топор. Затем пошел к выходу. Все это время входная дверь была открытой. «Пипец», – подумал Раскольников. Он долго стоял у двери, прислушиваясь, когда на лестнице стихли все шаги и голоса. Не стихли. Кто-то поднимался по лестнице. «К старухе», – подумал Раскольников. Так и есть. Какой-то мужчина подошел к двери. Раскольников стоял с внутренней стороны и прислушивался. Незнакомец сначала звонил в дверь, затем сильно дергал ручку. Раскольников чуть с ума не сошел от страха. «Вы там спите или вас кто-то придушил?» – громко спросил мужчина. «Открывайте!» Подошел еще кто-то. Мужчины разговорились. «Она мне сама сказала прийти, а теперь ее нет. Вообще охренела старая ведьма. Она же дома всегда. Куда она вдруг ушла?» И тут второй сказал: «Обратите внимание, дверь закрыта не на ключ, а на запор, изнутри. Значит, дома кто-то есть, но открывать не хотят». «Точно», — согласился первый мужчина. Он снова начал сильно дергать ручку. «Спокойнее. Если там тихо, значит все не так просто. Я пойду за дворником, пусть он откроет. Мало ли. А вы оставайтесь здесь». Проходили минуты. Раскольников с ума сходил. И тут мужчина не выдержал ожидания и тоже пошел на улицу. Раскольников убедился, что рядом никого нет, и пошел вниз по лестнице. Снизу толпа уже поднималась. И тут вдруг на втором этаже Раскольников увидел открытую дверь в квартиру, где шел ремонт. Он зашел туда, там никого не было. Прикрыл дверь и слышал, как люди пошли наверх. Тогда он вышел из квартиры и поскорее спустился. Возле дверей и во дворе никого не было. Фух, спасение! Кое-как Раскольников дошел до своего дома, заглянул в каморку дворника и положил на место топор. Повезло, дворника не было. Наконец Раскольников вошел в свою комнату и смог расслабиться. Он был дома. На этом, друзья, конец
первой части романа.